Независимые исследователи неоднократно выдвигали гипотезы о единой цивилизации в прошлом. Однако скептики и официальные историки задают один и тот же вопрос: а чем вы это докажете? То, что раньше мир был единым, говорит архитектура с повторяющимися во всех странах элементами. К ним можно отнести: первое – портики, треугольный элемент под крышей с колоннами, которых всегда четное количество. Второе – окна, над которыми сымитирован замковый камень и расходящиеся лучи. Третье – окна, разделенные перемычкой. Четвертое – ниши, предположительно для статуй. Очень странный объект мы нашли в селе Истия Рязанской области. Давайте его изучим подробнее. Судя по колоннам и нишам, это здание скорее относится к так называемой античной культуре или цивилизации. Такие здания и архитектурные решения можно встретить на гравюрах известного руиниста Пиранези. Скептики скажут, что здания античного стиля по всему миру – это: первое – подражание римским и греческим архитекторам, второе – единая европейская архитектурная школа, третье – колониальный стиль, когда колонисты якобы строили величественные здания по всему миру. Независимые исследователи же считают, что единый стиль связан с тем, что раньше была единая цивилизация. Так вот, в Рязанской губернии в начале XIX века для чего-то построили здания с колоннами и с античными нишами. Судя по высоте, эти ниши предназначались для статуй. Интересно, чьи статуи стояли в нишах и куда они делись? Почему в местном или Рязанском краеведческом музее нет ни одной статуи? Что стало с этими статуями? Их уничтожили, продали, украли или спрятали? Встречный вопрос: почему музеи Греции и Италии буквально ломятся от старинных статуй? Это здание мы можем отнести к допотопным постройкам, поскольку оно закопано, это видно на этих кадрах. Какое было изначальное предназначение у этого здания, остается только догадываться. В архивах нашелся план этого здания, и оказалось, что изначально оно было круглым, а все остальное пристроили позже, по датам строительства. Круглую часть официально построили в 1816 году, а все остальное пристроили в 1894-1896 году. То есть даже официально около 80 лет в селе Истия Рязанской области стояло странное круглое здание с куполом, с колоннами и с нишами для статуй. Давайте изучим детально план храма. Мы видим очень странное и необычное здание. Оно имеет 2 этажа, на первом этаже 5 входов. В подвальном этаже мы можем видеть только один вход. Остальные входы, если они есть, засыпаны и их не видно. Снаружи есть 6 ниш для статуй, открытых взору, и еще 2 ниши в наше время находятся внутри поздней пристройки. Снаружи мы видим 6 прямоугольных ниш для картин или чего-то еще. Возможно, если здание симметричное, то внутри находятся еще 2 прямоугольные ниши. 2 полукруглые ниши видны с улицы, и, возможно, еще 2 полукруглые ниши есть внутри здания. Ниши есть не только снаружи храма, но и внутри. Их там 8. Большие ниши справа ведут еще и к дверям, которые в наше время висят на высоте. Для чего нужны были такие двери, совершенно непонятно. Неужели туда вела лестница? Зачем вообще нужны были эти двери, если совсем рядом есть еще 2 огромные двери? Зачем нужно было целых 5 входов в столь небольшом помещении, мы не знаем. На второй ярус ведут 2 винтовые лестницы. На втором ярусе или балконе мы видим красивые перила. На фотографии видно, что внутри висели картины, которые одна сгнила, а другую срезали и украли. Было бы интересно на нее взглянуть. В здании устроены полукруглые окна, и внутри это выглядит очень красиво. Если заглянуть в эти окна с помощью квадрокоптера, то там видны стены, по всей видимости, узкого коридора 2-го яруса. Выше полукруглых окон есть полукруглые ниши или фальш-окна. А еще выше располагаются арочные окна, как бы световой барабан, но освещают эти окна не внутренние помещения, а внутренний купол здания. Мы заказали 3-мерную визуализацию этого здания, и вот что у нас получилось. Мы попросили визуализатора добавить в ниши статуи. Интересно то, что под нишами для статуй есть отверстия в полу. Ну да, кирпич уходит в землю, но это уже никого не удивляет.
Так, поднимаемся. Как сюда раньше поднимались, не совсем понятно, ну да ладно. Так, вот под каждой античной этой нишей есть вот такое вот, отверстие, что ли, в полу. Думали, что это за отверстия такие. Было предположение, что отсюда что-то вынули. Ну, предположим, здесь стояла статуя прямо на полу, и там была ее некая фундаментная часть. Но потом обратили внимание, что вот еще эта ниша. Обратили внимание на то, что там есть канал, который ведет внутрь здания. И создалось такое впечатление, что неужели там, например, были провода проложены, либо какой-то газопровод. Ну и здесь вот стоял светильник, который освещал то, что здесь было. Ну, не знаю, статуя здесь, например, какая-то стояла античная. Каналы, ведущие внутрь помещения, мы предполагаем, что там стоял светильник, освещающий статуи или ниши в ночное время. Канал, который ведет внутрь здания, по всей видимости, предназначался для подачи горючего вещества, например, газа, масла, или же там проходил кабель. Сами светильники, по всей видимости, были красивые и сделаны из цветных металлов, и их давно украли. Довольно странное и необычное здание с подсвечиваемыми статуями для российской глубинки. Поиск в Яндекс.Картинках на запрос «круглый храм» привел к неожиданному результату. Оказывается, в Риме был круглый храм Весты. Вот что пишут о нем в интернете. История храма началась в VII веке до нашей эры. Предположительно, при царе Нуме Помпилии. В течение веков он много раз горел и восстанавливался вновь, пока наконец не появилось круглое сооружение с фасадом из белого мрамора, окруженное 20 коринфскими колоннами, возвышающееся на подиуме. В 64 году нашей эры в Риме случился большой пожар. Храм богини снова горел, но был сразу же восстановлен. Его реконструкцию вы видите на экране. Современный римский форум сохранил остатки храма Весты, реконструированного после пожара, случившегося в 191 году. Восстановлением занималась Юлия Домна, жена императора Луция Септимия Севера, большая почитательница богини. При императоре Феодосии I было запрещено язычество, 394 год, и культ Весты ушел в прошлое, а храм разрушился. И только его руины, найденные во время раскопок 1877 года, напоминают о том уважении, которое питали римляне к богине семейного очага. Культ Весты. Веста – дочь бога Сатурна, олицетворение домашнего очага, покровительница семьи, самая уважаемая из античных богинь. Она не вышла замуж ни за сватавшегося к ней Аполлона, ни за Меркурия и поклялась головой Зевса сохранить девственность. За нерушимость обета Зевс приказал почитать ее во всех храмах и первой приносить дары на семейных очагах, куда по традиции ставили и изображения других божеств. Саму Весту почти никогда не изображали. Она всегда присутствовала среди семьи, собравшейся у очага в виде горевшего там огня. Огонь, постоянно горевший на жертвеннике в храме Весты, по мнению историков, символизировал вечность Рима, незыблемость государства и его порядков. Интересно, как они это поняли. Раз в год, в первый день Нового года, огонь торжественно возжигался вновь либо при помощи увеличительного стекла от солнечного света, либо трением, чтобы он имел природное происхождение. За ним следили сначала царские дочери, а затем эта обязанность перешла к жрицам культа богини – весталкам. Весталки. 6 весталок, жриц Весты, избирали из числа девочек от 6 до 10 лет, дочерей свободных уважаемых граждан, патрициев, и оставляли при храме в течение 30 лет. Первые 10 лет вновь избранные учились, последние обучали новеньких, и только 10 лет занимались, собственно, служением. Имена многих весталок известны, их статуи веками украшали храм. Обязательным условием для весталок было сохранение девственности. Только что мы узнали, что в Древнем Риме был культ Весты, хранительницы очага. В честь Весты был построен круглый храм, украшенный 20 колоннами, а также в храме Весты стояли статуи весталкам.
В нашем храме снаружи можно насчитать 8 колонн, 6 фальш-колонн, внутри 4 колонны и 6 фальш-колонн, итого 24 колонны, на 4 больше, чем в Риме. Если с колоннами не все так однозначно, то ниши для статуи в Исте точно есть. Что если даты, которые приводят историки, были не тысячи лет назад, а совсем недавно, скажем, в 16-18 веке? Тогда можно предположить, что в Исте находился круглый храм Весты, некогда украшенный статуями весталок. Так вот, вы, наверное, знаете, что все знания римлянам дали этруски, которые русские. Этруски дали римлянам все науки, ремесла, медицину и архитектуру. Получается, что этруски дали начало европейской цивилизации, и когда нам говорят римский архитектурный стиль или итальянский стиль, это на самом деле этрусский стиль. А вот что у славян означало Веста и невеста. Согласно родовым традициям славян, Веста – это девушка, обученная всем премудростям замужества. То есть ведающая, знающая, в будущем заботливая мать, хорошая хозяйка, верная, мудрая и любящая жена. Только после приобретения девушкой таких знаний у нее был шанс стать женой. Невест замуж не брали, а если брали, то такое дело называли браком. Не секрет, что целостность, атмосфера и счастье в семье почти полностью зависит от женщины. У Весты не может быть плохого мужа, потому что она мудра. Вероятнее всего, славяне даже не знали, что такое развод. Невестами называли всех девочек. Дело в том, что это слово обозначает «неумеющая». Девушка должна многому научиться, чтобы быть приемлемой женой. И это не просто умение готовить еду, ткать и вести хозяйство. Славянские весты – это комплекс знаний, которые обычно передавали взрослые женщины в роду детям и внукам. По всей видимости, на автовазе работают любители славянских мифов и преданий. Про Весту мы уже узнали, а, например, Лада – это жена Сварога и мать Перуна. Перун – это бог-повелитель грома и молний. Лада – это богиня любви и красоты. А Сварог – это бог, мастер и кузнец. Странно, что в школах мы изучаем богов Греции, Рима, а о славянских богах ничего не знаем. Если хотите узнать об этом, дайте знать в комментарии. А мы изучаем архитектуру далее. Подобное здание с античными нишами находится в другом городе. Все то же самое. Античные ниши, но в 2 этажа, 4 колонны, портик, образующий небольшой навес. Для чего нужно было так усложнять и без того сложнейшую постройку, мы не знаем. Сейчас навес, образуемый портиком, используют для хранения различного инвентаря. Какая культура построила эти здания изначально и для каких целей, мы, наверное, никогда не узнаем. Думаю, вам уже понравилось изучать античные ниши для статуй на зданиях. Вот, например, здание, на котором на большой высоте имеются похожие ниши. Сейчас там мы видим композиции в виде огня. Есть в России место, где этих ниш очень много, но их никто не замечает. Их видели миллионы людей, но никто так и не задался вопросом, для чего эти ниши были построены именно здесь. Эти античные ниши находятся в московском метро на станции Красные Ворота. Думаю, понятно, что эти ниши были построены не просто так, а для чего-то. Просто так не стали бы строить такие сложные архитектурные элементы. Судя по высоте, их строили, чтобы поставить туда, скорее всего, статуи. Наблюдая эти ниши в метро, еще раз невольно задаешься вопросом, а когда же было построено московское метро на самом деле? Могли ли в 30-е годы 20 века, когда промышленность лежала в руинах, построить метро, да не просто метро, а самое красивое метро в мире? Если посмотреть на другие страны, то, например, в Нью-Йорке метро открывалось вот так. Прокопали тоннели, проложили рельсы, сделали станции, а вагоны еще не сделали. Поэтому они на такой странной тачанке. Во Франции ведется рытье котлована для станции, и видно, что тоннели уже есть. Если ждете видео о метро, дайте знать в комментарии. Возвращаемся к античным нишам. Так или иначе, такой архитектурный стиль и такая культура ставить статуи в нишах официально совершенно не свойственны нашей культуре. Или нам помогли об этом забыть.
Согласно историкам, у нас такой культуры как бы не было никогда, но она есть. Добавьте сюда акведук в Москве, а когда-то их было 5. Статуи антов в Москве и в Петербурге. Мы думаем, что это еще раз дает пищу для размышлений, что раньше была единая цивилизация. Эта цивилизация была искусственно раздроблена на крошечные придуманные государства в многочисленных войнах недавнего прошлого. Завершая фильм, хотим высказать еще несколько версий предназначения ниш. Достоверно неизвестно, чем эти ниши были изначально. Возможно, изначально ниши имели техническое предназначение. Позже предназначение ниш было забыто. Старые пустующие ниши начали ставить статуи, а в новых зданиях стали делать ниши из соображений моды и карго-культа. Есть еще одна версия предназначения ниш – освещение. Ниши красились белой краской. В центре стоял источник света – свеча, факел или керосиновая лампа. Свет отражался и освещал пространство вокруг. Внутри зданий эта версия себя оправдывает, однако не совсем понятно, зачем это нужно было делать на улице, да и еще на высоте 2-го или 4-го этажа. Возможно, таким образом было реализовано освещение улиц. В метро же такие ниши есть только лишь на одной станции. А как же решался вопрос с освещением на других станциях? В примере с метро нам кажется, что такое освещение – полнейшее несоответствие технологий. То есть метро построить сумели, а освещение реализовано на уровне свечей, факелов или керосиновых ламп в нишах. Хотя, возможно, эта станция была как дань традиций, что-то вроде музея, и там в нишах стояли самые обычные лампы. И это была лишь декоративная подсветка, а основное освещение было реализовано, как и сейчас. Мы постарались рассмотреть все варианты предназначения ниш. Но самое важное в нашем фильме то, что эти ниши как архитектурный элемент встречаются по всему миру. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, видели ли вы подобные ниши в своем городе и для чего, по вашему мнению, их строили. Если вы живете в Москве, задумывались ли вы, для чего на станции Красные Ворота находятся странные ниши?